Всем привет! Сегодня у меня на обзоре будут самые типичные проблемы зарядных станций в бювете и некоторые способы их решения. Итак, приступим. Первая проблема, с которой сталкиваются пользователи, это неправильное отображение заряда, а также проблемы, когда у вас станция разряжается, при разрядке у вас при 40% или 50% бывает резко проценты падают до нуля и станция вырубается. Проблема эта распространенная, она также есть и на EcoFlow и решается она обычной калибровкой. Что такое калибровка? Это полная зарядка станции до 100% без нагрузки, то есть все порты должны быть отключены, и разрядка. Желательно, конечно, разряжать ее с нагрузкой там, до 50%, не больше, чтобы плавненько ее откалибровать. Далее мы ее заряжаем опять до 100% без нагрузки. И все, станция у нас откалибрована. И смотрим, как она ведет себя после данной калибровки. Желательно 3 раза сделать, обычно 3 раза калибровочки и все. Станция начинает работать в штатном режиме. Также есть еще момент, если вы используете станцию в режиме UPS, УПС, он же этот источник бесперебойного питания, калибровку нужно делать каждую неделю, потому что БМС начинает вообще глючить после вот этих режимов. Каждая ячейка, не пойми, как она заряжается, все в разбросе. Получается, если одна ячейка по заряду проседает и срабатывает какая-то защита постоянно, там, вот именно вот это вот 50% до нуля, это обычно, когда одна из ячеек аккумулятора разряжается сильнее, чем другие, и из-за нее страдают все остальные, потому что БМС думает, что с батареей что-то не так. Ну и включает защиту, вот это вот выключение. Поэтому калибровка каждую неделю, если UPS режим. Иначе будете ловить приколы. И когда нужно будет станция блокаут будет, вот она может подвести в таком случае, если не калибровать ее. Так, поэтому, наверное, по калибровке все. А что еще у нас за проблема? Если вы этой станцией не пользуетесь, ну, это редко, наверное, когда мы станцией не пользуемся, храним мы ее в таком режиме. Заряжаем до 100, разряжаем до 60 или 50% и оставляем. Данную процедуру каждые 3 месяца повторяем, когда аккумуляторы будут работать более-менее адекватно. Так, ладно, следующая у нас проблема. Это станция у нас не включается на кнопку питания. Или станция работает, потом потухла ни с того ни с сего. Это проблема, кстати, у Элита и премиума 100 с версии V2. Там у них какая-то глючная БМС у всех. То ли брак, то ли фиг его знает что, короче. Станция тухнет. И с этим столкнулись многие. Решается как проблема. Один из способов. Да, как повезет, потому что не у каждого это работает. Станция, чтобы вы понимали, как она включается. Чтобы ее запустить, плата заработала, ей надо питание. Питание у нас от аккумулятора идет. С помощью переменного тока, вот этого разъема, для зарядки вы ее не зарядите и не включите. Она не захочет этого сделать, потому что плата будет обесточена, она не понимает, что к ней что-то подключено. И как же мы решаем эту проблему? Эту проблему можно решить только одним способом, по крайней мере, который я знаю. У меня он прокатывал, но не всегда. Это у нас есть разъем DC для зарядки. Это получается XT60 для зарядки от солнечных панелей или от аккумуляторов. Но тут есть момент, чтобы сюда подключиться, тут не каждый аккумулятор подойдет или там зарядка, чего там заряжаетесь. Надо минимум 60 Вт где-то подать, и напряжение уже должно быть 12 вольт, там 20 вольт. Ну, я, например, использую вот такой вот кабель, через блок питания подключаю. Это получается XT60 на USB-C. Маркировочка вот, если кому надо, кто будет в интернете искать. Короче, кабель поддерживает Power Delivery. Для него нужно использовать блок питания на 65 Вт и выше. Покажу, как это работает, чтобы уже понимали. Короче, этот кабель позволяет зарядить станцию от обычного
блока питания, зарядки и включить станцию. Ну, станция включается. Вот. Смотрим. Вот пошел заряд. 116 Вт. 115. Короче, вот так вот она включается. И все. Кстати, в этом режиме, это как лайфхак, можете заряжать станцию, если у вас напряжение в сети 100 вольт. Там, ну, короче, поняли, просадка по напряжению. Этим способом можно кое-как ее зарядить, но недолго, потому что или кабель сплавится, то что нагрузку он такую не потянет. Это 10 минут, разве что просто запитать станцию. В холодильник запустить там на пару минут. И все. Для долгих зарядок такой способ не подходит, потому что или блок питания сгорит, или кабель поплавится, ну, потому что он не рассчитан на эти нагрузки долгие. Потому что они будут постоянные, это 100 Вт, и прикиньте, вот эти вот 100 Вт будут где-то полчаса до, я уже чувствую, что кабель греется, поэтому способ как для запуска, он подходит, для зарядки там 1-2% тоже подойдет, но не более, потому что блоки питания обычно не рассчитаны на длительные нагрузки 100 Вт. Так, с этим мы разобрались. Другие способы пока что я не нашел. Ну, также можно попробовать включить ее и обновить прошивку. Иногда прошивка помогает, но на данный момент я еще не видел, чтобы, ну, на данный момент выпуска этого видео я не нашел прошивку, которая решает проблему с вот этими приколами, что станция тухнет ни с того ни с сего. Ну, в принципе, я уже понимаю, что это проблема в БМС, то что какая-то из батареи начинает или перезаряжаться, или в глубокий разряд уходит и за собой делает вот эту фигню типа с защитой. БМС-ка это расценивают как аварию батареи, я так понимаю, и уходит в защиту. И защита может быть не только по разряду, а также и по перезаряду. Возможно, какая-то из ячеек перезаряжается из-за раскалибровки. Ну, нету баланса среди батарей, получается, что у нас уходит перезаряд и срабатывает защита от разрушения аккумулятора. И все, вот, станция вырубается даже при 100%. Поэтому тоже это учитываем и делаем калибровку как положено, потому что у этих станций какие-то непонятные приколы именно вот в версии V2. Поэтому, в принципе, разобрались. Так, что там у нас еще? Какие проблемы есть? Есть еще проблема, с которой даже я столкнулся. Это когда подключаете, вот вы ее купили, вы ее не обновили. Вы включаете 220 холодильник, он начинает у вас неадекватно работать. Это мигать лампочки, там тарахтеть и прочие непонятные, ненормальные звуки от холодильника проявляются. Станция показывает тут 100-400 Вт. Короче, вот этот начинает прыгать индикатор. Короче, это косяк с прошивкой, и решается это обновлением прошивки. То есть вы скачиваете приложение, вот QR-код сканируете, вот этот, качаете приложение для телефона, обязательно регистрируйтесь, потому что без регистрации вы не обновите, не скачаете прошивку. Регистрируйтесь, подключаете станцию и обновляете прошивку. Кстати, сейчас покажу, наверное, на примере, где это все находится. Так, заходим в приложение, видим версию, не знаю, видно, не видно. Заходим, жмакаем сюда, нажимаем на версию прошивки, ну и смотрим. Короче, оно, если прошивка старая, оно предложит обновить. Вы обновляете, станция при этом должна быть в сети, ну так рекомендуют, заряжена хотя бы до 90%. Прошивка обновляется, станция несколько раз перезагрузится, ну и когда все завершится, будет на экране сообщение, что обновление завершено. И станция войдет в обычный режим. При обновлении все порты отключаем, ничего не подключаем, станция должна быть без нагрузки. Обновляемся, и все, у нас проблемы с холодильником пропадают. Ну и в принципе, если есть еще какие-то проблемы с этой станцией, они решаются обычно с помощью обновления прошивки. Также есть еще один момент по поводу работы аккумуляторов.
как его лучше заряжать, в каких диапазонах и прочее. Смотрите, у меня вот режим, как работает аккумулятор. Это разрядка до 5% и зарядка до 95%. Это на случай, если у меня будет глюк с BMS-кой. Чтобы BMS-ка не перезарядилась, вот я вот этот режим делаю. Когда мне надо откалибровать батарею, ну это смотрите, это обычный режим работы. Когда мне надо откалибровать, я нажимаю стандарт, все, заряжаю до 100, разряжаю до 0, заряжаю до 100, откалибровался. Все, дальше переключаю на режим обычный, ну, управляемый УПС, или как-то по-другому может называться, если у вас другой язык стоит. И выставляем диапазоны 5%, 95%. То есть до 5% станция будет отключать все порты, и все, вы станцию потом просто заряжаете. На всякий пожарный, чтобы она в глубокий разряд не ушла, и там не сработала какая-то защита глючной в BMS-ке. Так же самое, она заряжается до 95%, все, зарядка останавливается. Опять же, чтобы не было перезаряда или глюка какого-то с BMS-кой, потому что она очень глючная здесь. Так, поэтому тоже мы решили, как лучше все это сделать. Тут вы можете, в принципе, выставить время там. Ну, в принципе, тут остальное желательно ставьте как есть, если вы не разбираетесь. Если разбираетесь, то настройте как вам интересно. Также еще одна из проблем – это станция не заряжается от сети переменного тока. Обычно эта проблема возникает, когда в сети нестабильное напряжение или просадка какая-то. Например, в сети у нас просадка напряжения, там меньше 190 вольт, все, станция начинает выдавать какую-то ошибку, что с сетью что-то не так. Ну и в приложении вы тоже увидите ошибку там или пониженное напряжение, повышенное там или нестабильное. Все это решается с помощью приложения. Сейчас я вам покажу. Вот. Заходите в приложение, нажимаете Grid, Self. Короче, адаптация в сети. И тут можно выставить в процентном соотношении от 50 до 85, чтобы станция заряжалась при понижении и также при повышении. То есть, если напряжение просядет, в этом случае это 190 вольт, то станция будет заряжаться. Также можно сделать здесь 55%, тогда станция будет заряжаться, если напряжение просядет где-то до 130 вольт. Но, кстати, тут есть один нюанс, о котором надо знать. Когда напряжение падает, скорость зарядки нужно ставить или silent, ну, тихая зарядка, или стандарт, не больше 600 Вт, потому что при понижении напряжения возрастает нагрузка, станция начинает перегреваться. В турборежиме она у вас не зарядится нормально на вот этих вот режимах, ну, на вот этих вольтажах, там 150 вольт, там 170. Она просто или в защиту идет, или вообще какую-то ошибку словит. Лучше сразу, перед тем, как переключать этот режим, выставьте там зарядку не больше 600 Вт. Вот и все. Но чем ниже напряжение в сети, тем ниже мощность зарядки нужно выставлять. Вот одно из правил. Вот так решаем мы эту проблему с нестабильной сетью. Ну, то же самое и по завышенным. Здесь можно выставить 110-115%, это превышение допустимой нормы, при которой станция будет заряжаться, это где-то до 250 вольт. Ну, если понижено еще более-менее, как-то я бы, наверное, еще настроил, еще можно настроить и пользоваться тем режимом. Здесь я бы оставил все как есть, потому что при повышенном как-то спалить станцию не хочется. Ну, лучше не рисковать, оставить как есть. Пониженное, да, можете поэкспериментировать. Если вот срочно надо зарядить, ставим там мощность зарядки меньше, чем обычно, и все, заряжаем станцию. Еще есть проблемка, с которой сталкиваются люди. Это подключают роутер к разъемам 12 вольт там, или через какой-то триггер, через Type-C разъем, и станция через несколько часов просто тухнет, ну, отключает разъемы. Это все решается с помощью функции Eco, короче, вот в приложении.
заходим в эко-режим и отключаем. Вот если постоянный ток, это DC-эко, нажимаем «Выключить». Все, эти разъемы тогда 12-вольтные Type-C не будут выключаться через определенный промежуток времени. То же самое можно проделать с режимом переменного тока, это оси, вот этот эко, это розетки 220, 230. И здесь получается, как оно работает. Через 4 часа, если нагрузка будет 10 Вт и ниже, розетки отключатся. Чтобы этого не было, или выключаем этот режим, или выбираем там, в принципе, что тут выбрать, 40 Вт максимум. Короче, выключаем. Так решаем эту проблему. Также еще есть момент, когда станция уходит в защиту с надписью там «Перегрузка». Когда вы подключаете что-то такое типа фена, утюга, то, что желательно сюда не подключать. Хотя тут и написано, что 1080, там с расчетом на 2700 вроде, что можно подключать. Но я бы такую нагрузку не давал, а если давал, то нужно обязательно зайти в приложение, нажимаем Powerlifting и пользуемся. Но в этом режиме чувствительную технику лучше не подключать. А когда вы что-то там уже использовали, которое превышает вот эту допустимую норму по нагрузке, вы выключаете Powerlifting и используете станцию дальше. В принципе, на этом все. Все проблемы, с которыми я сталкивался, я озвучил в этом видео. Если вы знаете о других решениях проблем с данной станцией, пишите их в комментариях. Думаю, будет интересно многим почитать. Ну и, возможно, они помогут кому-то из пользователей данного аппарата. В принципе, все на этом, наверное, ребята. Спасибо всем за просмотр. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующем видео. Всем пока.